Добрый день, дорогие друзья! Сегодня решила приготовить беляши, но не хочется мне возиться с дрожжевым тестом. Буду готовить быстрые беляши на кефире, без дрожжей. Тут у меня пол-литра кефира, комнатная температура. Отправляю сюда 2 яйца, чайную ложку соли и столовую ложку сахара. Обычно я кладу сметану в тесто на кефире. Сметаны у меня нету, я сегодня положу майонез. Тоже будет вкусно. Ложки 2-3 майонеза. Ну, давайте 3 ложечки майонеза положу. Все это хорошо размешиваю. Хотите, можете добавить растительное масло. Я не буду добавлять. Тут у меня 700 грамм муки. Я сейчас грамм 600-650 положу. Оставлю 2-3 ложечки и сюда отправлю разрыхлитель теста. Тут 2 чайные ложечки, рассчитаны на полкилограмма муки. Ну, у нас чуть-чуть больше, чуть-чуть еще добавлю, пол ложечки еще. Смешиваем с мукой, замешиваем тесто. Сначала, как обычно, ложкой. Кефир у меня домашний, густой. Если вы берете в магазин, возможно, муки больше понадобится. Переходим на ручки. Зачищаем стенки чашки и вымешиваем. Это будет делать удобно на столе. Вот этот остаток муки, половину высыплю сейчас на стол. Тесто отправляем на стол. Собираем все крошки. В конечном итоге всю муку высыпала на стол. И набрала немножко муки для работы с тестом. Тесто очень нежное, мягкое тесто. Посмотрите, какое мягкое тесто. Пытается убежать. Все, тесто наше готово. Подсыплю немножечко муки. Еще чуть-чуть подмешу все-таки. Тесто готово. Отправляю на стол. Пусть оно немножко отдыхает, а я тем временем займусь начинкой. Подготовила мясо. Тут у меня полкилограмма. Порезала помельче. И 2 луковицы. Не хочу включать мясорубку. Буду молоть измельчителей. Мясо закидываю часть. Мясо перемололи, лук перемололи. Отправляю сюда чайную ложку соли и чайную ложку перца черного. Больше добавлять специй ничего не буду. Лук не стала молоть в кашицу. Мы любим, когда лук немножко чувствуется. Мясо у меня очень вкусное. Давайте я добавлю сюда маслица немножечко. Вот 3 столовые ложки маслица. Перемешиваем. Пробуем на соль. Чуть-чуть соли еще добавлю, 3 чайной ложки. В начинке соль должна чувствоваться, если хотите, чтобы беляши были вкусные. Все в меру. Начинка готова. Будем приступать к лепке. Присыпаем стол мукой. Делим тесто порционно. Скатаю колобочек. Тесто очень нежное получилось. Все, приступаем к лепке. Газ зажигаю. Поставила на средний огонь. И буду первые колобочки уже формовать, пирожочки. Не буду скалкой катать. Отправляю сюда начиночку нашу. И будем собирать. Тесто очень
мягкое, поэтому приходится пальцы обмакивать в муку. Все, делаю вот такие вот беляшики. На середину укладываю начиночку. Мы любим, когда начинки много, поэтому не жалеем. Собираем тесто к середине. Хорошо скрепляем. Приплюшиваем. Закидываю небольшой кусочек теста. Масло, можно сказать, практически готово. Буду закладывать первую партию, то, что вперед слепила. Пока эти пирожочки жарятся, буду остальные лепить. Как одна сторона прожарилась, переворачиваем его на другую сторону. Посмотрите, какие кухляшки получаются. Красавчики. Вторая сторона тоже прожарилась, застелила блюдо бумажными полотенцами. Посмотрите, какие красавчики получаются. Вкладываем. Закладываю следующую партию. Остальные беляшки буду жарить без вас. Посмотрите, сколько вкусняшек мы с вами нажарили. Пол-литра кефира и целое большое блюдо вкусных беляшей. Я уверена, что это получилось очень вкусненько. Давайте я один сейчас поломаю, который более-менее остывший. Посмотрите, какое тесто. Прекрасное тесто. Я обязательно, конечно, попробую. Это действительно вкусно. Это очень вкусно, я вам скажу. Рекомендую приготовить по такому рецепту. Готовится очень просто, готовится быстро, готовится из доступных продуктов. Не надо возиться с дрожжевым тестом, ждать, когда оно поднимется. Замесил, налепил, пожарил, и все. Ваши беляши или пирожки готовы. Это тесто можно использовать для выпечки любых пирожков. Хотите жареные, хотите духовые, хотите овощной начинкой, с мясной начинкой, со сладкими. Со сладкой начинкой по-любому будет вкусненько. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, кушайте тоже с удовольствием, кушайте вкусненько и будьте здоровы. Всем приятного аппетита. Мои уже заждались, ждут, когда я зайду с блюдом. Поэтому я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока.